Я дважды посетил Сирию с начала конфликта в августе 2011 и в январе 2012 года. Мы посетили Дамаск, Хаму, проезжали Хомс. Прежде всего я хочу сказать, что мы видели массовую поддержку со стороны населения руководства Башара Асада. Это безусловно. Мы видели митинги, которые собирали десятки тысяч людей, в основном это была молодежь, которые поддерживали Башара Асада. Это первое. Второе, я хочу сказать, что эта поддержка, она, в общем-то, подтверждается вот тем, что происходит в Сирии. Я напомню тут некоторые моменты, на которые иногда не обращают внимания. В двух главных городах Сирии, Дамаске и Алеппо, практически нет протестов. Есть вот в окрестностях Дамаска, да, но это между алавитами, так скажем, между селениями алавитов и селениями суннитов. Но это незначительные столкновения, их нельзя назвать вооруженными конфликтами. Так вот, в Дамаске и в Алеппо нет конфликтов, нет протестов, и в этих двух городах живет примерно половина населения Сирии, то есть где-то 10 миллионов. Население Сирии 21-22 миллиона человек. В этих городах живет бизнес-элита, в этих городах наиболее культурная, продвинутая часть сирийской интеллигенции. И вот это подтверждает то, что большая часть населения поддерживает нынешнее руководство. Я сошлюсь на мнение экспертов из нашего института, и мое тоже, что примерно 60% населения Сирии сейчас поддерживает руководство Асада. Еще один момент, который я хотел бы отметить, это то, что если в начале конфликта, в марте 2011 года, в апреле, когда начинались вот эти протестные движения, да, часть населения, особенно часть интеллигенции, творческой интеллигенции, часть тех, кто были безработными, неимущими, они требовали немедленных социально-экономических реформ, немедленной демократизации, ухода нынешнего руководства, демократических, политических преобразований. Но сейчас, когда ситуация в настоящее время достаточно изменилась, то есть то, что мы видим в Сирии, это конкретно направленные, осуществляемые террористические и диверсионные, я бы даже сказал, действия. То есть взрывы на железной дороге, взрывы на нефтепроводах, взрывы на улицах Дамаска. Мы видели результаты этих взрывов, когда гибли десятки людей, притом основная масса это люди невинные, это случайные прохожие. Вот взрыв на одной из оживленных улиц Дамаска, где погибло 60 человек, больше 150 было ранено. Вот эти действия, далее это захват заложников из мирных жителей со стороны свободной сирийской армии. Требования от этой свободной сирийской свободной армии требует в тех местах, где она оперирует, дани, рэкета откровенного с населения на якобы сирийскую революцию. Вот эти все новые обстоятельства, новые развития ситуации в Сирии, они привели к тому, что та часть интеллигенции, та часть сирийского населения, которая выступала за немедленную демократизацию и смену режима, она сейчас требует от режима навести, так скажем, порядок или стабилизировать ситуацию в смысле безопасности. То есть должна быть безопасная ситуация в Сирии и затем только реформы. То есть вот сейчас проблема стоит, вот мы со многими говорили, и абсолютно все, со многими я имею в виду представителями интеллигенции, представителями христианской общины, представителями оппозиционных политических партий, внутренней оппозиции в Сирии. Абсолютно все наши собеседники говорили, что сейчас в Сирии стоит проблема только безопасности, только подавления вот этих вооруженных группировок, которые терроризируют население.
Я хочу сказать, что, безусловно, в Сирии есть проблемы социально-экономические, политические. То есть вот та система политическая, она несовершенна. То есть президент избирается на основе референдума, который предлагает правящая партия Баас, без альтернативных претендентов на пост президента. Но сейчас я напомню, что приняты целый ряд законов в Сирии новых, то есть закон о всеобщих выборах, закон о многопартийности, закон о средствах массовой информации, закон о местном самоуправлении. И вот на основе этих, это, собственно, все те законы, все те предложения, которые требовала оппозиция. Оппозиция, которая действительно хочет демократического развития. И вот на основе этих законов сейчас, в феврале-марте, должен пройти референдум по новой конституции. Сейчас готовится текст новой конституции, создан комитет по ее подготовке, и в работе этого комитета участвуют и представители оппозиции. Я хочу коснуться вот этого вопроса присутствия вооруженных группировок на территории Сирии. Об этом говорил и Сергей Лавров, и это показывалось неоднократно по Евроньюз, по другим каналам. Какие-то конфликты там есть. Но это естественно, то есть это такая вот совершенно различная по своим целям организация, которая объединяет различные политические силы. И но наиболее структурированная часть оппозиции зарубежной – это исламисты. Это братья-мусульмане, это более радикальные, чем братья-мусульмане, силы. И вот это вполне вероятно, я соглашаюсь вот с теми экспертами, которые предполагают то, что в результате свержения режима Башара Асада начнется сначала хаос, а затем приход к власти радикальных исламистских сил. И вот тогда мы будем иметь ту же ситуацию, что сейчас мы наблюдаем в Ливии. То есть это борьба за власть между различными политическими силами, это распространение оружия, это лагеря. Вот у нас недавно был доклад в нашем институте по поводу ситуации в Ливии. Говорилось о том, что в Ливии созданы лагеря, тренировочные лагеря, в том числе и для Аль-Каиды. И радикальные исламисты черпают оружие из тех многочисленных арсеналов на территории Ливии, которые там существовали. Вот такая же ситуация, на мой взгляд, будет в Сирии, если произойдет свержение режима ныне существующего. Я думаю, очень важно, конечно, нарисовать полную картину положения в Сирии. Здесь не только конфликт между Асадом и оппозицией, есть и этнические конфликты. Но я думаю, те выводы, которые вы из этого сделали, что только режим Асада предотвратит гражданскую войну. То, что мы видим в настоящий момент, это уже фактор или ситуация, где война фактически идет. И чем дальше она будет идти, тем более радикально будет развиваться эта ситуация. Вы уже отметили попытки посредничества между оппозицией и правительством. Я думаю, чем дальше будет длиться несоразмерное применение силы, прежде всего со стороны правительства, то тем менее вероятно будет сценарий примирения. Я хочу отметить только временной фактор, который делает этот сценарий все более невозможным. Вы также отметили, что Лавров, или после визита Лаврова, Асад объявил о политических реформах. Это, конечно, очень важный шаг. И, конечно, уже раньше Асад объявлял об этих реформах, но не проводил их. Чистая политика провозглашения сирийского правительства не может смирить оппозицию. Спасибо. Турция играет достаточно важную роль в сирийском кризисе. Я здесь хотел бы отметить несколько моментов. Турция имеет также свои стратегические интересы, которые она пытается использовать вот в сирийском конфликте. Во-первых, я напомню, что
На протяжении 400 лет Сирия входила в состав Османской империи, это с 16 по 20 век. И вот такая вот ностальгическая нотка присутствует у Турции, которая сейчас, руководство которой позиционирует себя как наследники Османской империи. Есть такие проблемы, как территориальные, они не очень значительные, но был такой Александрецкий Санджак, то есть территория, сейчас входящая в состав Сирии, но принадлежащая Турции. И этот вопрос еще не урегулирован, хотя это не самый важный, конечно, пункт в отношениях между Турцией и Сирией, но он присутствует. Я напомню, здесь правильно говорилось, что нынешнее турецкое руководство вышло из Ассоциации братьев-мусульман. И вот эта вот некая исламская направленность, я не говорю, это плохо или хорошо, это дело турецкого народа, она присутствует в политике Турции. И, соответственно, есть братья-мусульманы сирийские, с которыми турецкие братья-мусульмане имеют какие-то контакты и, возможно, и поддержка. Поэтому Турция также имеет свои интересы. Далее, это, опять же, глобальная политика. Турция и сейчас позиционирует себя как один из лидеров, если не сказать единственный лидер исламского, суннитского, по крайней мере, мира. И вот в регионе Ближнего и Среднего Востока Турция соперничает в этом плане с Ираном. Опять же, Турция смотрит во многом на Сирию через призму того, что Сирия союзник Ирана. Этот момент тоже сказывается на отношениях между Турцией и Сирией. И еще один момент. Я скажу, что в последнее время вот были встречи между представителями Турции и Ирана на уровне заместителей министров иностранных дел, и Иран предложил свое посредничество в урегулировании противоречий между Турцией и Сирией. И такие переговоры, вероятно, ведутся. Поэтому сейчас возможно и какое-то изменение в этой ситуации. Я хочу напомнить, что Россию и Сирию связывают исторические давние связи, еще со времен Российской империи, не только Советского Союза. И эти связи, они и в экономической области присутствуют, в военно-политической, и в гуманитарной. Есть семьи, достаточно много, я их встречал в Сирии, где папа сириец, мама русская или украинка, и дети говорят и по-русски, и по-арабски. То есть вот такие гуманитарные связи существуют. Да, есть интересы конкретные государственно-политические для России и в базе военно-морской в Сирии, и в экономической сфере. Но я хочу подчеркнуть в этой связи, что для государства великих держав, и не только великих, национально-государственные интересы, они играют существенную роль. Они играли существенную роль всегда и всегда будут играть. И говорить о том, что вот есть просто интересы гуманитарные, и за ними ничего не стоит, такого, увы, не бывает в большой политике. Они есть, эти интересы, и у ведущих стран НАТО, и у арабских стран, и у стран-соседей Сирии, и у России, естественно. Это, по-моему, естественная политика глобальная, которую, увы, никто не отменял, которая будет продолжаться еще достаточно долго.